Я никогда не обсуждаю вопросов, связанных с моей семьей. Они не занимаются бизнесом и не занимаются политикой. Они просто живут своей жизнью, делают это очень достойно. В России есть великая тайна. Вернее, тайн в России много, но именно это особая. И охраняется она посильнее, чем информация о расположении наших ядерных ракет. Речь идет о семье Владимира Путина и ее тайном офшорном бизнесе. Больше 20 лет Кремль отказывается комментировать личную жизнь президента, называть имена его дочерей, их мужей и говорить о том, чем они занимаются. Путин этим сильно отличается от политиков западного образца, которые не боятся появляться на публике с семьей, признают своих детей и открыто говорят о них. Семья в западной политике играет важную электоральную роль. Если кандидат отказывается говорить о своих родственниках, значит ему есть что скрывать от избирателей. Но каждый раз, когда Владимира Путина спрашивали об его дочерях, он уходил от ответа. Говорить о том, где там конкретно мои дочери работают, чем они занимаются, я никогда не делал этого и здесь не собираюсь делать и сейчас. По очень многим соображениям, в том числе по вопросам безопасности. Но вряд ли террористическая угроза в России намного сильнее, чем в тех же США, Франции или других странах Европы. Более того, если национальный лидер даже в трудные для страны времена появляется на публике с семьей, то и граждане чувствуют себя хотя бы чуточку спокойнее. Это, по крайней мере, выглядит человечно. Смотрите, я такой же, как и все вы, и мне тоже есть что терять. Иди к маме, иди. Вот, иди к маме. Все, всего хорошего. Так может быть, за нежеланием Путина говорить о своей семье кроется не только забота о безопасности родственников, но и что-то еще? В прошлом году хакеры выложили в сеть гигантскую базу данных. Она насчитывала 770 миллионов имейлов и 21 миллион паролей. В Даркнете лот выставили на продажу под названием «Коллекция номер 1». Казалось бы, при чем здесь Путин? Ведь он вряд ли пользуется электронной почтой. Он, может быть, и нет. А вот родственники президента относились к интернету более благосклонно и обсуждали в своих письмах не только дела семейные, но и сделки своих офшорных компаний. В начале этого года анонимный источник передал нам архив электронной почты бизнесмена из Петербурга, который в 34 года стал самым молодым долларовым миллиардером России. Этот архив, скорее всего, таки остался бы одним из сотен миллионов украденных имейлов в той самой коллекции номер 1, если бы на него не обратил внимания наш информатор. Мы не знаем ни мотивов, ни имени источника. Он или она поставил перед нами только одно условие – не публиковать личные данные и медицинские документы из архива. Целый год репортеры важных историй проверяли адреса получателей и отправителей писем, чтобы убедиться в их подлинности. Сверяли данные архива с информацией из финансовых отчетностей и других источников, соцсетей, реестров компаний и недвижимости. И теперь мы можем с уверенностью сказать, в наших руках оказались реальные документы и переписка родственников президента России. Но перед тем, как поделиться ими, стоит сказать об этической стороне этого расследования. Журналисты часто сталкиваются с утечками информации, в том числе из сомнительных источников. Однако, если документы представляют общественную значимость, мы, следуя профессиональному долгу, обязаны их публиковать. Ведь, как говорит президент... Разве это важно? Кто взломал? Важно, что является содержанием того, что было предъявлено общественности. Этот дворец на берегу Черного моря, недалеко от Геленджика, стоит больше $1 миллиарда. Местные называют его по-простому – дача Путина. Но, конечно же, формально президенту она не принадлежит. Согласно документам, резиденцией долгое время владели компании российского бизнесмена и по совместительству врача-стоматолога Николая Шамалова. Николай Шамалов – близкий друг Владимира Путина. Вместе с президентом он был учредителем дачного кооператива «Озеро». Имя Шамалова стало широко известно в 2010 году, когда питерский бизнесмен, владелец компании «Петромет» Сергей Колесников опубликовал открытое письмо тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву о коррупции Владимира Путина. Шамалов сказал, что Путин вызвал его к себе домой для обсуждения некой деловой возможности, связанной с тем, что он, Путин, стал президентом. Как позднее объяснил Шамалов, условием финансирования этих контрактов Путин сделал перевод Петромедом 35% от суммы контракта на зарубежные счета. Нам было сказано, что эти контракты будут финансироваться олигархами, готовыми делать благотворительные взносы, чтобы помочь новому президенту. В подтверждение своих слов Колесников предоставил не только документы, контракты, платежки, но даже аудиозаписи, которые он вел на встречах с Шамаловым и другими участниками этих событий. В письме Колесников утверждал, что крупнейшие бизнесмены России, среди которых были Роман Абрамович и Алексей Мордашов, пожертвовали на проекты, связанные с Путиным, около $400 миллионов. Часть этих средств затем оказалась на счетах офшорных компаний на Британских Виргинских островах, а также в Панаме и Лихтенштейне.
Эти офшоры и финансировали строительство дачи Путина в Геленджике. В 2011 году Шамалов продал эту резиденцию другому соратнику Путина, миллиардеру Александру Пономаренко. После чего Николай Терентьевич стал посвящать больше времени своему любимому хобби – охоте. Но его дело продолжает сыновья. Старший, Юрий, уже более 15 лет возглавляет один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов России – Газфонд. А младший сын, Кирилл, сделал еще более впечатляющую карьеру. Сразу после окончания вуза Кирилл Шамалов успел поработать в «Газпроме», Рособоронэкспорте, правительстве России, а в 27 лет стал вице-президентом по административной поддержке бизнеса крупнейшей нефтехимической компании России – «Сибур». Но самый важный этап в его карьере наступил в 2013 году. Как сообщало международное агентство Рейтер, Кирилл Шамалов женился на младшей дочери Владимира Путина Катерине Тихоновой. Кремль отказывался подтверждать слухи о свадьбе дочери президента России. Но теперь в этом не может быть никаких сомнений, потому что фотографии с этой свадьбы нашлись в архиве взломанной электронной почты Кирилла Шамалова, который нам передал анонимный источник. Помимо этого, в почте Шамалова мы обнаружили документы о том, как офшорные компании зятя Путина по сути получили в подарок акции Сибура, которые стоили почти $500 миллиарда. Впервые свадьба с Катериной Тихоновой упоминается в почте Шамалова в сентябре 2012 года. В этот день он получил письмо от женщины, которая отвечала за организацию их праздника. Хочу поблагодарить вас и Екатерину за приятное знакомство и проведенную встречу. По ее итогам мы подготовили краткое резюме, в котором отражены основные вопросы, которые мы обсуждали на встрече, в приложении. Тихонова и Шамалов сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Егора в Ленинградской области. В строгом секрете, но с царским размахом. Вот выдержки из сценария торжества. Городская праздничная площадь с картин Кустодиева. С избой, сценой, торговыми рядами, ледяными горками и каруселями, артистами и скоморохами. Приезд молодоженов предваряет скоморожья свадьба. Прибытие и шествие по площади подсадных ряженых в жениха и невесту. Скоморохи готовят гостей к встрече. Раздают овес, пшено, мелкие денежки, чтобы осыпать молодоженов, а также маленькие колокольчики. И как принято в России, молодожены попросили гостей скинуться им на подарок деньгами. Мы планируем заказать индивидуальный свадебный чайно-столовый сервиз на 24 персоны производства Императорского фарфорового завода. В программе мероприятия будет выделено специальное время и место для сбора денежных средств в конвертах. Медовый месяц Кирилл и Катерина провели на острове Маврикий в Индийском океане. Женитьба на Тихоновой открыла перед Шамаловым дверь не только в счастливую семейную жизнь, но и к богатствам, доступным лишь избранным. В июне 2013 года, то есть спустя 3 месяца после свадьбы, офшорная компания из Белиза, принадлежащая зятю президента России, приобрела у другой офшорной компании из британских Виргинских островов 38 тысяч акций другой офшорной компании с острова Гернси. За этой серией сделок скрывалась на самом деле простая операция. Офшор Шамалова приобрел долю в крупнейшем нефтехимическом предприятии России «Сибур». Но самое интересное в этой серии сделок даже не то, что зять Путина использовал экзотические офшоры для инвестиций в стратегическое предприятие в России, а цена акций. За пакет 3,8% Кирилл Шамалов заплатил $100. Вы не ослышались. $100. При этом сам Шамалов в интервью газете «Коммерсант» оценивал стоимость всего Сибура в $10 миллиардов. Таким образом, его доля в предприятии должна была стоить как минимум $380 миллионов, то есть почти в 4 миллиона раз больше, чем за нее заплатил зять президента России. Для понимания, $380 миллионов – это больше 12 миллиардов рублей. Это как доходы бюджета всего города Сочи. То есть считайте, что Кирилл Шамалов купил весь Сочи по цене одной ночи в гостиничном номере. Но, может быть, это была такая акция, и любой житель России, вне зависимости от родственных связей, мог получить во владение целый город? Но, как показывают документы, к сожалению, это не так. Шамалов приобретал акции в рамках опционной программы. Это когда менеджеры предприятия получают возможность купить акции своей компании, чтобы стать более заинтересованными в ее росте. Так вот, нам известно, сколько платили за акции Сибура в то же время, что и Шамалов, другие топ-менеджеры предприятия. Например, зампред правления Сибура Владимир Разумов, согласно контракту, купил свой пакет, размер которого был меньше 0,1%, почти за $6 миллионов. На всякий случай напомню, Кирилл Шамалов приобрел за $100 пакет в 50 раз больше. Вице-президент компании Алексей Филипповский заплатил за свой пакет $12,7 миллиона.
Исполнительному директору Сибура Сергею Камышану пакет в 26% обошелся в 21 миллион 600 тысяч долларов. Обратите внимание, цена акций для этих и других менеджеров, а всего их было больше 10, крутилась вокруг стоимости Сибура 10 миллиардов долларов, но с небольшим дисконтом для покупающих, и это нормальная практика опционных программ. Но законы рынка не писаны для зятя президента России, и он смог за 100 долларов купить то, что стоило 380 миллионов. Сделки с Сибуром сделали Шамалова и его жену, дочь Владимира Путина Катерину Тихонову, одними из самых богатых молодоженов нашей страны. Еще до свадьбы Кирилл и Катерина начали заниматься планированием своего роскошного быта. 2 июня 2012 года Шамалов получил письмо от женщины, которая отвечала за обустройство дома для молодой пары в Усове на Рублевке, неподалеку от резиденции президента России в Новоогареве. Уважаемый Кирилл, здесь представлены фотографии предметов, которые выбрала Катя для вашего сада. Все есть на складе в Италии, мы получили подтверждение. Для запуска этого заказа в работу необходимо сделать предоплату в размере 60% от указанной суммы. К этому письму был приложен список выбранных дочерью Путина предметов для небольшого уличного шатра. Стол, диван, пара кресел, тканевый занавес. И все это на сумму 43 тысячи евро, или 1 миллион 800 тысяч рублей по тогдашнему курсу. И это далеко не самая дорогая покупка. Например, ковер в библиотеку Катерины Тихоновой стоил больше 54 тысяч евро. Это примерно как стоимость квартиры в российском регионе. Оборудование в СПА – 14 миллионов рублей. Туи в сад – 4,5 миллиона рублей. Гардеробная с подсветкой – 4 миллиона рублей. Гардеробная в будуар – почти 2 миллиона рублей. И, наконец, мое любимое – шампуни, махровые штучки в СПА. Именно так было написано в отчете об обустройстве – 740 тысяч рублей. Общие затраты на перестройку, мебель и оборудование составили почти 9 миллионов евро. Если добавить к этой сумме стоимость самого земельного участка и дома, то получится примерно 15-17 миллионов евро или 630-710 миллионов рублей. Недвижимостью в России молодая пара не ограничилась. В ноябре 2012 года Шамалов через свою компанию в Монако под названием Альтамира приобрел дом в городке Биарриц. Этот особняк раньше принадлежал семье Геннадия Тимченко, давнего друга Владимира Путина и одного из главных экспортеров российской нефти. Судя по документам из почты Кирилла Шамалова, покупка дома во Франции обошлась ему в 4,5 миллиона евро. На протяжении 2013 и 2014 годов дизайнеры занимались обустройством французской виллы Шамалова и Тихоновой. Дочь президента России активно обсуждала в своих письмах интерьеры будущего семейного гнезда в Биаррице. Например, 6 июля 2014 года дизайнер прислала Шамалову на согласование список мебели для террасы и сада. Среди них софа за 8,5 тысяч евро, стол за 3600 и другая мебель на общую сумму 19 тысяч евро. Шамалов переслал это письмо Тихоновой, и она через 2 дня ответила. Так не делается. Скажи ей, чтобы прислала картинки или хотя бы ссылки на сайт, где можно посмотреть картинки. Биарриц и его окрестности можно считать своеобразным центром отдыха семьи Владимира Путина. Как выяснил OCCRP, в декабре 2013 года неподалеку от замка Шамалова приобрел виллу другой гражданин России – Артур Очеретный. Он – муж Людмилы Путиной, бывшей супруги президента России. Поскромнее надо быть. Нужно понимать, в какой стране мы живем, и не раздражать людей. Кирилл Шамалов и до романа с Катериной Тихоновой мог считаться одним из самых влиятельных людей России, благодаря дружбе своего отца с президентом. Однако, после женитьбы, молодой бизнесмен перешел в другую лигу. Из сына друга он превратился в члена семьи Владимира Путина, со всеми вытекающими из этого статуса возможностями. Одним из гостей Тихонова и Шамалова на свадьбе был Кирилл Дмитриев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций. В списке он значился гостем невесты. Дмитриев женат на Наталье Поповой, заместительнице Катерины Тихоновой в фонде «Инопрактика». Судя по переписке, у Шамалова с Дмитриевым сложились дружеские отношения. Они несколько раз с женами отдыхали за границей, вместе занимались спортом и обменивались мнениями по поводу новостей. Но помимо этого, Дмитриев делился со своим другом конфиденциальными документами руководимого им государственного фонда. Например, 7 декабря 2012 года Дмитриев прислал Шамалову презентацию РФПИ, на которой стоял гриф «Строго конфиденциально» с описанием планируемой сделки по вхождению фонда
в капитал Ростелекома, одного из крупнейших операторов связи России. Посылаю, но все глубоко конфиденциально. Если понадобится использовать материалы и показывать кому-то еще, дай, пожалуйста, знать. Я посоветую как лучше, так как многое из того, что приложено, конфиденциально и только для твоих глаз. Что плохого в том, что друг поделился с другом корпоративным секретом, спросите вы? Дело в том, что РФПИ принадлежит государству. В большинстве таких компаний, как правило, действует положение о защите коммерческой тайны. Ее нарушение может нести за собой не только административную, но и уголовную ответственность. Ну а кроме того, Ростелеком, в котором РФПИ купил долю, это публичная, то есть торгуемая на бирже компания. И Дмитриев, заранее рассказав о сделке его фонда, по сути дал Шамалову информацию о том, как могут повести себя в будущем бумаги Ростелекома. А в игре на бирже тот, кому известно, когда вырастут акции, равносилен человеку, который точно знает, какие номера выпадут в лотерейном билете. Кирилл Дмитриев помогал своему другу Шамалову и его компании не только информацией, но и государственными ресурсами. Например, в конце 2015 года РФПИ объявил на своем сайте, что фонд совместно с другими инвесторами обеспечил финансирование проекта Сибура по строительству нефтехимического комплекса в городе Тобольске Тюменской области на 3 миллиарда 300 миллионов долларов. Этот комплекс один из крупнейших в России. Он был открыт в мае 2019 года. Общий объем инвестиций в его строительство оценивался в 9,5 миллиардов долларов. В реализации этого грандиозного проекта Сибуру помогал не только Дмитриев, но и тесть Кирилла Шамалова, Владимир Путин. В 2015 году он одобрил выделение для компании почти 2 миллиардов долларов из средств Фонда национального благосостояния, который в том числе должен покрывать дефицит пенсионного фонда. В почте Кирилла Шамалова есть и другие примеры того, как он мог использовать свои знакомства среди самых высокопоставленных чиновников России. В 2017 году партнер Кирилла Шамалова Олег Шарыкин прислал ему на почту 2 письма на имя президента России. В обоих документах Шарыкин жаловался Путину на то, что государство должным образом не помогает его компании «Керамические технологии». Оба письма заканчивались просьбами. Прошу вас дать поручение руководителю госкорпорации «Росатом» Лихачеву А.В. о создании и реализации совместной программы. Прошу вас дать поручение генеральному директору Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» И.А. Комарову разработать совместную программу по реализации имеющихся технологий. И, видимо, Шамалов смог помочь своему партнеру. Спустя 2 недели, 12 мая 2017 года, Шарыкин прислал очередное письмо Шамалову. Кирилл, доброе утро. Отправляю протоколы. Встреча с КСВ прошла хорошо. Он внимательно вник во все вопросы. Крепко жму руку. Аббревиатура КСВ совпадает с полными инициалами Кириенко Сергея Владиленовича, бывшего руководителя Росатома и нынешнего первого замруководителя администрации президента России. К своему письму Шарыкин приложил протокол встречи с руководством Росатома, на которой обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества госкорпораций с компанией «Керамические технологии». То есть случилось ровно то, о чем Шарыкин просил зятя президента России. В начале 2018 года международное агентство Bloomberg сообщило, что Кирилл Шамалов и Катерина Тихонова расстались. Это подтверждается и почтовым архивом Кирилла Шамалова. Его последнее письмо к дочери президента России датировано 15 июня 2017 года. В этот день он переслал Тихоновой имейл от известного питерского архитектора с вариантами проектирования некой загородной виллы, адрес которой не уточнялся. С тех пор в архиве нет их писем друг другу. Мы пытались взять интервью у Кирилла Шамалова, но он, как и почти все упомянутые здесь люди, отказался отвечать на наши вопросы. Поэтому, если вы хотите узнать мнение Шамалова, то можете прочитать его интервью «Коммерсанту», ссылка на которое есть в описании к этому видео. Я приведу лишь одну цитату из него. Я родился, вырос и живу в России. И бизнес мой тоже здесь, причем весь в российской юрисдикции, а не в офшорах. Выстраивать какой-то запасной аэродром, организовывать бизнесы за границей – это не про меня. Так, гордо и патриотично заявлял о себе в 2015 году зять президента России. Видимо, забыв, что в то время он владел несколькими счетами в Швейцарии, замком во Франции через компанию из Монако. Чуть позже создал фонд на острове Лабуан в Малайзии, а акции стратегического российского предприятия скупал за бесценок на компанию из Белиза, крошечного государства из Карибского моря, которое раньше носило гордое имя британского Гондураса. Вот такая история. Если вы тоже считаете ее важной, то можете поддержать нашу работу. Ссылка на специальную страницу есть в описании к этому видео. С вашей помощью мы сможем продолжать заниматься расследовательской журналистикой. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить другие важные истории о нашей стране.